Здравствуйте, дорогие друзья, мои любимые подписчики и гости канала. Я подшивала шторы, и у меня осталась длинная полоса ткани шириной 40 сантиметров. И я вот еще нашла у себя лен. Я даже не знаю, он натуральный или искусственный, но судя по тому, как он мнется, может быть и натуральный. Я его укрепляю флизелином, чтобы он у меня был более стабильный. Я задумала сделать декоративную наволочку. Надеваю этот лен на пяльца. Я, кстати, потом взяла поменьше пяльц, потому что мне с этими не так удобно было работать. Нитки я буду использовать самые разные. Вот я выбрала примерные цвета, которые я, возможно, буду использовать. Я просто вот подобрала, а потом уже в процессе вышивки буду выбирать уже ближе к делу, как говорится. Но вот эти вот я отобрала. Здесь и мулине, и ирис, и вот мои любимые коко, которые я часто использую при вышивке. И буду вышивать. Я вышиваю вот сейчас тамбурный стежок. Я, если честно, взяла 2 иголки и 2 нитки. И, никому не советую так делать, потому что путаются на задней стороне они. Но я все равно вот этот цветочек вышила именно так. 2 нитками, 2 иголками одновременно действовала. Следующий шов – это тот же самый стежок. Я не сказала, как он называется. Он называется петля с закрепом или вот тамбурный по-другому называют. Вот шов вот этот вот тоже тамбурный. В этой вышивке я практически большую часть вышивки вышивала именно такими швами, разными вариациями этой вот петли с закрепом. Я на ускоренном показываю, у меня в 2 раза ускорено, еще и смонтировано так, чтобы вот, не так уж долго видео не затягивать. Но если вы не успеваете разглядеть, вы можете поставить скорость в настройках на любой платформе, на какой бы вы ни смотрели, ту, на которой вам будет комфортно смотреть. Вот то же самое, петля с закрепом, но только между первыми проколами делаем более широкое расстояние. Для того, чтобы скорость сделать для себя комфортной, в углу экрана нажмите шестеренка, скорость, и там вы увидите, как действовать дальше. То же самое, если вы смотрите и вам мешают субтитры, вы там же в настройках их можете отключить. Или включить, если они нужны. Вот этот шов, следующий стежок, называется козлик. Либо он по-другому еще называется русский крест. Очень интересный шовчик получается, и советую всем иметь его в своем арсенале. Это один из базовых стежков. Вообще я не так много стежков в этой вышивке использую, но при этом всего, наверное, 3 или 4 вида стежков я использую. Но и при этом уже можно, зная всего 3 или 4 стежка, можно создать вышивку. Очень симпатично. Я себе ищу, наверное, что это симпатичное у меня получается, но мне кажется, получается симпатично. Следующий стежок, который очень украшает любую вышивку, называется французский узел. Просто обводим иголку ниткой и делаем такой вот узелочек симпатичный. Тоже один из базовых, тоже советую его иметь в арсенале. Я постаралась поближе показать, не знаю, понятно или нет, напишите в комментариях. Следующий стежок и шов называется, мне кажется, обметочный, либо отделочный. Что-то в этом роде. Я не всех названий это помню. Девочки, я в одном из недавних видео уже говорила, что я открыла еще один второй канал на YouTube. Про жизнь, про собаку, про огород. Все, что не касается рукоделия. Если интересно, подписывайтесь. Ссылка будет в закрепленном комментарии. Но надо сказать, что это касается только тех, кто смотрит на YouTube. Потому что на Дзене я и так все выкладываю, все подряд. Эти все видео, и там нет необходимости переходить на другую платформу. На самом деле на камеру не очень удобно вышивать, потому что очень близко, я постоянно стойку задеваю с планшетом, на который снимаю. После того, как вышила необходимый мне рисунок, я с изнаночной стороны отглаживаю свою заготовку, привожу ее к нужным мне размерам. У меня 17 на 17. И вот у меня уже выкроены полосочки ткани. Я их буду пришивать сначала сверху снизу. Естественно, прежде чем пришивать, скалываю булавками. Девочки, я не всегда говорю, что надо скалывать булавками, но я практически всегда скалываю булавками все детали того, что мне надо сшить.
Времени много не занимает этот процесс, но зато получается гораздо аккуратнее, и не надо волноваться, что что-то съедет куда-то. Дальше беру вот эти уже свои, наконец-то дошли до моих этих штор отрезанных. Точно так же, как и предыдущие полоски, пришиваю, уже не стану на этом останавливаться. И я хочу закрыть швы. Хочу, чтобы наволочка у меня была аккуратная и внутри, и снаружи. И я просто флизелином ее, все швы эти закрываю. Потом беру дальше кусок моей шторы. У меня она длинная, наверное, 3 или 4 метра, я не знаю. Я даже не отрезаю нужный мне кусок. Я прямо на этом длинном вот так вот заглаживаю. И потом мне надо прострочить вот это вот. А обрезать я буду уже после того, как зашит вот этот вот шовчик. Отступаю от этого шва 15 сантиметров. Это у меня будет верхняя часть. Наволочка будет с запахом. Верхняя часть запаха. Лицом к лицу складываю, зашиваю. Я заодно еще и оверлоком обработала. Но у кого нет оверлока, вы можете зигзагом обработать, или оверлочная строчка, может быть, есть на машинке. Делаю теперь заднюю часть наволочки. Точно так же ничего не отмеряю. Сначала вот заворачиваю, подшиваю, а уже после этого перекладываю свою лицевую часть наволочки и обрезаю прям вот по ней. Такое, чтобы ничего не отмерять. Все у меня получается ровно и одинакового размера. Складываю теперь готовую спинку и лицевую часть лицом к лицу и прострочу по периметру, кроме верхней части. Также скалываю, конечно, перед этим булавочками. Здесь я их уже снимаю, выворачиваю. Вот получилась наволочка у меня. Давайте посмотрим, что вышло. Сейчас надену ее на подушечку и посмотрим. Ну вот, по-моему, очень симпатично. Вот этот вот запах получился такой, что закрывает, подушка не видно, надо ее там расправить получше, а то сборит. Вот так вот она выглядит. По-моему, очень симпатично. Очень подходит под мою комнату. У меня над диваном 3 полоски обоев, именно в таком вот разноцветном. Называется бали, тропические листья. Вот, смотрите, по-моему, очень симпатичная наволочка, очень подходит мне в комнату. Я хочу сказать, что я не использовала ни одного цвета ниток, который совпал бы точно с цветами, которые есть на наволочке. Вот посмотрите поближе. Вот все, если сравнить каждый цвет, вот зеленые цвета не совпадают, серые тоже не совпадают, но все вместе, они между собой как-то так хорошо сочетаются, что вместе создается впечатление, что я использовала прям подходящие нитки. В следующем видео, кстати, я буду шить компаньонку к этой наволочке, чтобы еще на одну подушку надеть. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, пишите комментарии. Если вы еще до сих пор не подписаны на мой канал, конечно же, подписывайтесь. И большое спасибо всем, кто досмотрел до конца.